Привет, злые добрые ведьмы и ведьмаки. Сегодня нас ждет новый для меня формат. Обычно в обзорах критики пытаются осветить плюсы и минусы произведения и понять, бросать в режиссера помидоры или все-таки съесть их с огурчиком и водочкой. Но здесь я заранее скажу, что это будет что-то вроде киногрехов, только киноплюсов, где я буду рассказывать о разных интересных фишках мюзикла «Злая», которые заставили меня безгранично полюбить этот мюзикл в свое время. Но сначала по классике предыстория. Когда в 2013 году вышел мультфильм Frozen, мне он очень понравился, и я стала искать арты с Эльзой. И раз за разом я натыкалась на картинки, где наша снежная блондинка позировала рядом с ведьмочкой с зеленой кожей. Эти арты и побудили меня найти информацию о мюзикле Wicked, в котором Идина Мензель, голос Эльзы, играла главную роль злой ведьмы Запада. Я посмотрела видео с Defying Gravity и тут понеслось. Сейчас киноделы как будто думают, что если не напихать как можно больше CGI в сцену, зрители ее просто не воспримут. Возможно, дело в театральном шарме, но эта песня очень меня поразила, хотя там и не было ярких фейерверков и прочих отвлекающих элементов. И эта история показалась мне очень интригующей, и я настолько прониклась ей, что даже на школьном выпускном исполнила именно песню Эльфабы. Многие люди сейчас говорят, что «Злая» — это очередная история из разряда «плохой персонаж на самом деле хороший или морально серый». Не спорю, в последнее время таких историй стало действительно великое множество, но Wicked в 2003 году справился со своей задачей гораздо лучше. Для тех, кто вдруг не в курсе, это приквел к знаменитой сказке «Волшебник страны Оз» или «Изумрудного города», в котором нам раскрывается прошлое злой ведьмы с Запада, Эльфабы, и доброй ведьмы с Севера, Глинды. Мы узнаем, что не все так просто, и из-за закулисных интриг талантливая волшебница с зеленой кожей оказалась врагом номер один, хотя на самом деле не желала никому зла. Синтия Риво может сколько угодно плакать в сторисах, что ее стирают на фанатском постере, но он как раз-таки и отражает суть истории. Мы не видим полностью лицо героинь, поэтому создается впечатление тайн, будто есть что-то, чего мы не знаем. В этом суть, а не в том, чтобы покрасоваться на афише. Are you smizing? No, you're not. Почему я думаю, что эта переделка удачнее какой-нибудь Малефисенты? Все просто. В «Злой» не меняли ключевые моменты, а оставили плюс-минус все как есть, дав лишь свой собственный контекст, из-за которого события оригинальной сказки уже выглядят иначе. Это приквел с искрометным юмором, романтикой и разнообразием композиций и настроений. Наверное, поэтому он и стал так популярен. И вот недавно вышел фильм «Злая». Его я разбирать не буду и давать никаких комментариев тоже пока, ну боже мой, как мне надоело каждый день заходить на YouTube и видеть новые заголовки типа «Очередное позорное интервью, актрисы снова сказали и сделали абсурдные вещи». И все это связано с моим любимым мюзиклом. И вот мы уже проваливаемся все глубже и глубже в кроличью нору, где оригинальная сказка, и даже не мюзикл, а сказка, обрастают новыми подробностями, которые, конечно же, отражают современные реалии. И дело тут в том, что подобные пиар-казусы не могли не привлечь внимание и в том числе консервативных авторов, которые стали воспринимать и сам мюзикл негативно и видеть в нем woke зачатки. Моя же цель сегодня — поделиться с вами собственным видением и рассказать, почему я считаю Wicked хорошей поучительной историей с традиционными ценностями и какие прикольные моменты и фишечки вызывают у меня улыбку на лице и спустя 10 лет. Я могу быть не права, это всего лишь мои мысли вслух и лучшие теории с Genius Lyrics, но полетели! Понятно, что жители Оз так радуются падению своего лютого врага, который, как мы узнаем позже, даже ничего плохого и не сделал им. То есть манипуляция толпой прошла успешно, и нужные мысли и ненависть ей внушить успели мастерски. Среди фанатов до сих пор бушуют споры, должно ли финальное платье взрослой Глинды быть розовым или голубым. Вроде цвет пришлось менять из-за авторских прав на фильмы «Волшебники из страны Оз», но кто-то видит в этом разнообразии цветов костюмов особый символизм, мол, интереснее, когда у героинь не только розовая и черная одежда, но еще и синяя, белая, желтая, мятная, что отражает их личностный рост или душевное состояние. Глинда спускается вниз, будто бы с небес на землю, что сразу дает нам понять, что она является божественной фигурой, ну, по крайней мере, в этом обществе, и считает себя выше всех в буквальном и переносном смысле.
И то, что она спускается в пузыре, не случайно. Недаром есть выражение «жить в пузыре», то есть быть поглощенным собой и своим мирком. Фразу «The wicked workings of you-know-who» можно трактовать как в прямом смысле. Глинда не может прямо назвать имя Эльфабы, дабы не осрамиться в глазах горожан и лишний раз не пробудить в себе память о школьных годах, так и в переносном. Глинда может под этими словами скрывать не Эльфабу, а волшебника и мадам Моррибл, только вот знают об этом немногие. Правда, в которую мы все верим, это интересная формулировка. То есть это не факт, не праведная истина, а просто то, во что этих узкомыслящих манчкинов заставили поверить. Именно это прямо сейчас и делает Глинда, скорбит по злодейке. Самая сильная фраза мюзикла, как по мне. Глинда здесь поет про саму себя. Она остается одна, без друга, без мужа, без семьи. Да, она достигла того, о чем мечтала, утолила жажду амбиций и власти, но ее окружает лишь жестокая толпа, перед которой Глинда лишь играет роль идеальной, добренькой ведьмы, прекрасно зная, какой беспринципной стервой ей приходится иногда быть. Слово «obscene» значит не только неприличный, непотребный, но и нарушающий моральные принципы. То есть ребенок только родился, а уже чуть ли не стал преступником. Министр называет Эльфабу не «она», а «это», фактически снижая ее статус до животного с рождения, что объясняет дальнейшее сочувствие Эльфабы к животным, которых считают второсортным материалом, как и ее. Мне нравится, как мастерски в этом номере выдержан баланс между наигранной радостью и искренней скорбью Глинды, что большую часть времени она грустит и пытается как-то намекнуть жителям, что все не так однозначно, но не может. Это круто, потому что это не является прямым спойлером для тех, кто первый раз смотрит мюзикл, но выглядит в разы лучше и глубже, чем если бы Глинда все время только улыбалась и махала ручкой. Это всего лишь мое восприятие, но мне кажется весьма символичным, что при первом появлении Эльфабы играет отрывок из ее песни «Сфиера», а не, скажем, дуэта с Глиндой. Как будто с самого начала сама судьба вела Эльфабу к ее будущему счастью. Отличный пример того, как талант можно погубить или взрастить, будь то в школе или на работе. Очень часто родители, учителя или начальники в упор не видят очевидное. Например, когда в одном кабинете силач пишет тексты, а худощавый филолог двигает шкафы. И они оба страдают, но начальник не видит проблемы и сам из-за этого теряет прибыль. Поэтому, если у вас есть уникальные способности, иногда вы можете их развить и добиться больших успехов, особенно если вас направляет мудрый учитель. Эльфаба говорит: «Ух, сейчас буду делать добро!» Но на самом деле вся песня посвящена ее амбициям. Она жаждет самореализации и всенародной любви, а все слова о добрых делах лишь способ достижения этой цели, не более того, что снова и снова отсылает нас к вопросу мюзикла: что есть добро и зло, и так ли праведно и искренно добро? Мы уже знаем, что Эльфе недоставало отцовской любви в детстве, поэтому она хочет получить ее от волшебника. Но неожиданная ирония здесь в том, что волшебник и есть ее биологический отец. Во-первых, это очередная отсылка к тому, что репутация и покровительство уважаемых людей играют важную роль, а во-вторых, foreshadowing, что жизнь Эльфабы действительно изменится, когда она встретится с волшебником, только не так, как она думает. Горькая ирония, что это проклятие на нее навлек сам волшебник, проводя ночи с замужними женщинами и угощая их сомнительными эликсирами. Композитор Стивен Шварц взял 7 первых нот из песни Somewhere Over the Rainbow.
потому что 8 нот — это уже нарушение авторского права. Ну и ритм другой. Довольно хитро, ничего не скажешь. But I swear someday there'll be a celebration throughout lives. That's all to do with me. Ирония судьбы в том, что все жители действительно будут устраивать в честь нее праздник, ну, чтобы отпраздновать ее гибель, увы. And though I never show it, I'd be so happy I could. Что ж, она действительно растает в прямом смысле, по крайней мере на бумаге в рамках ее хитроумного плана. Held in such high esteem. Здесь друг за дружкой идут 3 строчки, окончание которых рифмуется со словом green, но Эльфаба его не произносит, потому что в ее мечтах к этому моменту эта проблема уже будет решена. When people see me, they will scream. Сколько предсказаний можно вставить в одну песню? Да, люди будут кричать, но опять же не от восторга, а от страха. But of course I'll rise above it. На слове rise мелодия идет вверх, что позволяет рисовать классную картинку через слова и музыку. Unusually and exceedingly peculiar and altogether quite impossible to describe. Blonde. Давайте обратим внимание на этот момент. Он не только уморителен, но еще и глубок. В то время как Галинда скрупулезно подбирает слова, чтобы не сказать прямо «моя соседка зеленая», Эльфи унижает Глинду из-за ее цвета волос. Хотя, казалось бы, Эльфабу всю жизнь булят из-за зеленого цвета. Так не должна ли она быть выше обзывалок по цвету волос? Я думаю, это отлично показывает, что Эльфаба далеко не идеальна. Да, в ней присутствует зависть, а этот грех часто изображают зеленым цветом, кстати. И она является искаженным отражением Галинды, розовощекой, красивой, популярной блондинки. Поэтому мне кажется, что идеальным кастом на эти 2 роли должны быть хотя бы отдаленно похожие друг на друга девушки, иначе теряется эта параллель между ними. There's a strange acceleration in such total detestation. Зачастую людям просто необходимо кого-то ненавидеть, поливать грязью и обсуждать, искать виноватого, чтобы чувствовать себя счастливым и выпускать пар. Как мы увидим позже, жители Оз будут находить эту странную радость в ненависти к злой ведьме. Снова слова и действия на сцене совпадают. Ученики на стороне Галинды и в прямом, и в переносном смысле. How is that possible? Well, with so much pressure not to. If you make it discouraging enough, you can keep anyone silent. Я полагаю, что в 2024 году эта цитата резонирует в сердце гораздо сильнее, чем в 2003. Ха? Сказал что-то не то, тебя отменили. Навесили неприятные ярлыки. Громче всех кричат те, кто знает, что на их стороне повесточка. When I meet the wizard, what I've waited for. Еще одна романтическая музыкальная пауза. Первая встреча Фиеро и Эльфабы сопровождается инструменталом фразы «То, чего я ждала с рождения». Она ждала любви. О! Life's more painless for the brainless. Dancing through life, swaying and sweeping. Life is flawless when you're thoughtless. Maybe I'm brainless, maybe I'm wise. В тексте песни Фиеро присутствует множество отсылок на его судьбу, а именно превращение в пугало. Та же отсылка будет и в песне As Long As You're Mine. Nothing matters, but knowing nothing matters. It's just life. Фиеро проповедует философию оптимистичного нигилизма. Идея о том, что свободной воли и ответственности за свою жизнь нет. Но его это не пугает, а наоборот расслабляет и раскрепощает. To go invite her. Well, maybe I could invite her. Oh, Nick, really? You would do that for me? И снова мы видим, что за внешне благородными поступками скрываются далеко не добрые намерения. Бог приглашает Нессу, чтобы ублажить Галинду, а Галинда советует ему это, чтобы избавиться от его навязчивого общества. По итогу из этого не выходит ничего хорошего, хотя окружающим кажется, что вот они, парагонные добродетели. И еще, не пытайтесь добиться кого-то, кто даже имя ваше запоминать не хочет. Не унижайтесь и не зацикливайтесь на этом человеке, пожалуйста. It's clear we deserve each other. You're perfect. You deserve each other. Just having you say we deserve each other. We deserve each other. Здесь
часто упоминается фраза deserve each other. Галинда и Фиера, Несса и Бог, Эльфи и Шляпа, Эльфи и Несса. И в этот конкретный момент герои используют ее в положительном смысле, но позднее эта же фраза уже будет более горькой. It's really sharp, don't you think? Игра слов, причем в обоих языках. Sharp – острый про шляпу, и интеллект. Острый ум, остроумие, острый на язык и так далее. She doesn't give a twig what anyone else thinks. Эту фразу можно произнести как с раздражением, так и с восхищением, и Фиера, скорее всего, это второй случай. Пусть на подсознательном уровне, но он увидел здесь в Эльфабе то, что как раз ему по душе. Свобода и самобытность. В отличие, например, от Галинды, которая лишь стремится сохранить репутацию и ублажить публику. Наши жизни могут измениться. Ну да, этот бал во многом стал для всех героев судьбоносным. Для кого-то в лучшую, для кого-то в худшую сторону. Вывод: посещайте социальные мероприятия, если хотите разнообразить свою унылую, одинокую рутину. I'll teach you the proper ploys when you talk to boys. Little ways to flirt and flounce. Oh, I'll show you what shoes to wear. Согласно легенде, Стивен Шварц попросил свою дочь-подростка перечислить вещи, которые важны для популярности. И получился вот такой список. Celebrated heads of state are especially great communicators. Did they have brains or knowledge? Don't make me laugh. Don't. They were popular. Еще одна великая цитата. В рамках мюзикла, думаю, не надо объяснять, что люди у власти, Глинда волшебник, не имеют никаких сил, ну а в реальной жизни это тоже, к сожалению, база. Например, недавно мы смотрели медиа-покер-турнир, и я спросила у парня, почему организаторы приглашают стримеров, которые просто уныло молчат, а не первоклассных комиков, которые отмачивают отменные корки на своих трансляциях. Ответ прост. У молчунов тупо больше подписчиков, а это медиа-турик. You're kinda great and parents. Popularity. Галинда предсказала будущее. У Эльфабы действительно вскоре появится большая популярность, с которой ей придется мириться. Только не такая, какую мы себе здесь представляем в розовой комнатке. I'm not that good. Типичный пример ложного стереотипа о том, что всем парням нравятся модные трендовые красотки. В большинстве случаев эти стандарты стиля и макияжа придумывают и применяют сами женщины, а мужчинам на это, ну если не на 100%, то хотя бы на 90% плевать. Если ты унылая, ворчливая стерва, то супер ноготочки и топовые шмотки тебя едва ли спасут. In solidarity, and to express my outrage, I shall henceforward be known no longer as Galinda, but as simply Glinda. Еще один прикол, который так актуален в современное время, не находите? Делать какое-то громкое заявление, которое никому не помогает и ничего не меняет. Ну как же без этого? Ну, скажем, отключение российских AdSense-аккаунтов и монетизации, или ограничение доступа к сайту по обучению сольфеджио, ведь это много кому помогло. And we were in the city, now that we're in here, you'll know we've been here before we are taught. Очередной мастерский foreshadowing. Да, девочки, все узнают о том, что вы были сегодня в изумрудном городе, не сомневайтесь. А причина не так важна, верно? And where I come from, everyone knows the best way to bring folks together is to give them a really good enemy. Нужны комментарии? So late, so unclean, your water can melt her. Пожалуй, самая интересная деталь в мюзикле. Страх злой ведьмы перед водой — лишь грязный, нелепый слух, но в него верят и горожане, и Глинда, и даже мадам Моррибл. И что уж там, даже в книге Магуайра Эльфаба действительно от этого погибает. Хорошо, что эти суеверия помогают Эльфабе скрыться от преследований в конце, но меня по-прежнему поражает сила веры почти всех персонажей в эту нелепицу. Какова сила сплетен? People are so empty-headed, they'll believe anything. Забавно, что эти слова выходят из уст персонажа, который в предыдущем акте пел «Как же здорово быть безмозглым». Вот что значит личностный рост и вдохновляющая сила любви. And look, if it'll make you happy, of course I'll marry you.
Иронично, что Глинда уже столько раз видела, как ее поклонники терпят поражение, пытаясь понравиться ей, ярчайший пример Бог, но сама она наступает на те же грабли и отказывается мириться с нелюбовью Фиера. Для меня это подтверждение правила, что нет победного варианта в дилемме любить или быть любимым, и каждый человек должен тренировать силу воли, чтобы не попадаться в эту ловушку самому. I will be wonderful, and they said wonderful. Believe me, it's hard to resist. Собственно, прикол мюзикла в том, что он не показывает ту же Эльфабу как однозначно правильного персонажа. В чем конкретно здесь волшебник не прав? Он подмечает верно, публика жаждет видеть определенного кумира, мессию, звезду, лидера, и люди и сами обманываться рады, так что волшебник действительно дал им то, что они хотели. Люди платят огромные деньги каким-нибудь тарологам, которые наговорят им выдуманных предсказаний, а клиенты и счастливы верить в магию звезд и карт. Но счастливы ведь? I'll accept your proposition. Wonderful. On one condition. Yeah. Так мы в очередной раз находим подтверждение тому, что Эльфаба не lawful character. Она поставила условия, волшебник выполнил свою часть сделки, и после этого Эльфи просто обязана была сдержать и свое слово. Но она, по сути, и обманула мужчину, и опять упустила шанс решить проблему рационально и исправить все изнутри. Отнюдь не самый положительный герой, нет-нет. Somehow I've fallen under your spell. Фиера говорит, что попал под чары Эльфабы, метафорично, что проводит параллель между подходом Эльфабы и Носорозы. Несса в прямом смысле пыталась приворожить Бока, но ничего из этого, разумеется, не вышло, в то время как Эльфи, обладая гораздо большей волшебной силой, не пыталась промыть возлюбленному мозги, даже узнав, что он помолвлен. Ох, нравится мне эта хореография. Вроде ничего такого особенного не происходит, но выглядит номер нежно и необычно, и все к месту. В очередной раз к разговору о перебарщивании с CGI и украшениями. I wish I could be beautiful for you. It's not right. It's looking at things another way. Квинтэссенция отношений. Красота в глазах смотрящего, и у всех разные вкусы, и найдется свой ценитель зеленокожих ведьм, пугал, инопланетных чубриков и иных причудливых существ, не говоря уже об обычных человеческих образах. Yes, I do. Good. So do I. Это, наверное, мой любимый момент в мюзикле вне песен. Всегда вызывает у меня улыбку. Диалог двух, в кавычках, подруг, пощечины, битва идеологии и драка на палках. Поэтому я не могу не отметить его здесь, в этом разборе. Мне нравятся моменты в фильмах, когда есть персонаж, обладающий силой исполнять желания, но, как правило, он преследует собственную выгоду и искажает смысл слов, ища удобные лазейки. Обычно такие любители сделок представляют собой демонов, коварных колдунов и иных сомнительных личностей, что указывает на демоническую природу гримуара и его заклинаний, которые вроде и работают, но в своей темной манере. No good deed goes unpunished. Сначала может показаться, что вся мораль здесь в том, что благими намерениями вымощена дорога в ад, и не стоит никому помогать. Но тут есть еще один важный фактор – благодарность. Если ты помогаешь кому-то, и он имеет достаточное благородство и воспитание, чтобы оценить это, сказать спасибо или даже вернуть со временем должок, это здорово. А есть те, кто вечно ноют и даже помощь себе воспринимают в штыки, мол, задонатил, но мало, спас жизнь, но порвал куртку. Так Фиера в конце поблагодарил Эльфи за спасение. Поэтому их двоих и ждет свой плюс-минус счастливый конец. Just look at me. I'm limited. Just look at you. You can do all I couldn't do. А вот и ответ на вопрос. Чей же подход был лучше в Defying Gravity? Кто-то может сказать, что во времена подростковых антиутопий много стало произведений, где бунтари свергают власть и выигрывают. Но так вот здесь Эльфаба не добилась своего, а Глинда обрела влияние, с которым смогла изменить положение дел в стране хотя бы чуть-чуть. Это своего рода обман ожиданий. Мы привыкли к тому, что в кино такие герои, как Эльфаба, достигают успехов, но здесь этого не происходит. 'Cause I knew you. I have been changed for good. For good.
Это выражение, которое значит навечно, а не в лучшую сторону. В очередной раз мы видим, как что-то со словом «добро» внутри не имеет никакого отношения к самому добру и добродетели. It's a seed drop by a light in my wood. Who can say? Обычно во всех других песнях Эльфаба пела низкую партию, а Глинда более высокую. Здесь же девушки меняются местами, как бы показывая, что переняли что-то друг от друга. При этом они все равно поют каждая свои строчки, что разделяет их. That Glinda could know that we're alive. She can't know. Not if we want to be safe. Мне нравится, как Эльфаба в экстазе спрашивает, можно ли рассказать обо всем Глинде, и Фиера, как разумный и рассудительный мужчина, говорит ей нет и объясняет почему. Теперь они вдвоем будут работать в тандеме и помогать друг другу не совершать глупостей. А вот и концовка. Не веселая и счастливая, а горько-сладкая, чего не так легко добиться. Никто не получил идеального хэппи-энда, но свои уроки каждый уяснил. Почему я считаю, что эта история больше должна импонировать консерваторам, чем либералам? Бунтарь, который идет против системы, не побеждает. Женская дружба и вообще все на свете уступает силе семьи, семейных уз. Надеюсь, вам понравился мой разбор мюзикла «Злая», если вы там еще не уснули или еще хуже переключились на другое видео. Всем чао!